Сейчас прогреется и будет шик, блеск, красота, красота, красота. Захотелось шашлычку, понимаешь ли, из говядины. Не верят мне люди. Говорят, шашлык из говядины не бывает, это будет резина, это скушать невозможно. Невозможно, если брать какую попало говядину на шашлык. Вот это, например, тонкий край. Пленку, разумеется, необходимо полностью снять, полностью удалить. Разумеется, не всякая говядина подойдет на шашлык. Вот то, что расположено вдоль хребта у бычка, вот это хорошо. Что внутренняя часть, которая называется вырезка, что наружная часть, которая называется либо тонкий край, либо толстый край. Вот это тонкий край. Вот эту пленку, разумеется, на шашлык пускать ни в коем случае нельзя. Вот это то, что застрянет между зубами. Ничего страшного. Вы какие кусочки любите? Покрупнее, помельче. Надо брать вот такие, средние. Дошли до пленочки. Ножом в бок. Ну и так далее. Как видно, говядина обычная, не мраморная, но выдержанная. Что означает выдержанная? Вакуумные упаковщики стоят копейки. Значит, вакуумируйте чисто разделанное мясо и оставляете его дней на 10-15 в плюсовой камере холодильника. Поверьте мне, ничего плохого с мясом не случится. Оно не испортится. А вот мягче оно станет существенно. Понимаете, что такое газовый гриль, да? Включили, 10 минут и к нему подойти невозможно. Жар такой, как будто бы здесь ведро угля горит. Решеточку прочистить, хотя она прогорела. Это чистая вода, а там внизу жир, который натек, вот он и вспыхивает. Все готово. Но я хочу приготовить помимо шашлыка еще и картошечку. Вот видите, какая молодая картошка. Для картошки такой температуры решетки будет многовато. Берем, поворачиваем ручку и все. Здесь будет умеренный жар, а вот здесь будет сильный жар для шашлыка. Итак, сегодня у меня не угольный мангал, а газовый гриль Карл Вермер, который приготовит шашлык ничуть не хуже. Лук нам понадобится для мариновки мяса, а вот картошечку раскладываем на половину гриля. И все, пусть лежит, запекается. Лучок быстренько подрезать. Ну, тоже много не надо. Вот соли, ну, пожалуй, что можно взять еще немножко. Ну, что я буду делать с солью? Я беру лук, давлю его вместе с солью, чтобы у меня потек отсюда сок. Понимаете, сам по себе лук ничего мясу не дает. А вот луковый сок, ну, чуть сдабривает мясо. Мясо за счет лукового сока быстрее румянится, и значит, хочешь не хочешь, быстрее снимешь его с мангала. А, зачавкало, появился сок, смотрите. И мясо на глазах меняет цвет. Что значит соль? Осталось только поперчить. И, разумеется, перемешать. Знаете, можно, конечно, оставить помариноваться. Но соль уже растворилась, соль уже начала пропитывать мясо по поверхности, и мясо уже можно нанизывать на шампуры. Пусть постоит и согреется. Чувствуете, как легко шампуры протыкают мясо? Мясо мягкое. Размягчилось за счет времени, за счет его выдержки. Здесь этому мясу, по сути дела, никакой маринад особо и не нужен. Лук, да соль, да перец.
Ну так, для проформы. У гриля Карл Вермер крышка, это термос, она двуслойная. Здесь можно запекать хоть курицу целиком, хоть огромные куски мяса, а хоть картошку. И получится точно так, как на костре. 4 нагревателя. Повернул ручку, малый огонь. Повернул ручку, сильный огонь. Попробуй так с углем. А картошка-то? Картошка почти готова, значит можно начинать жарить шашлык. Шашлык кладем прямо на решетку. Да, обычно шашлык жарят над углями. Но здесь решетка разогрета ровно так, как надо, чтобы сымитировать жар угля. Пусть нагревается. Скажешь им куры, они отвечают только домашние. Скажешь вот домашние. Они говорят, все равно комбикорм тот же самый. Приготовишь мясо, это заморозка, это очень дорого. Говядина резиновая, баранина фу, ну а свинина не халяль. Добавишь натуральный жир, у них поджелудочное, ожирение, печень, почки, легкое, все болит. Или вот возьмешь рыбу, а они говорят, это выращенное искусственное, в пруду нужна дикая. Вот вам дикая. А у нас такую не продают. Нальешь молоко, они говорят, все из сои. Возьмешь сливочное масло, а они, это пальма. Вот домашнее масло. А это не по нашей зарплате. Размешаешь сахар, это вредно. Заменишь сахар натуральным медом. От нагрева натуральный мед превращается в яд. Приготовишь мясо с картошкой. Такое сочетать нельзя. Это не полезно. А уж если к мясу и картошке добавить макароны, от такого вообще умирают. А если используешь специи, то значит испортил вкус рыбы, мяса, курицы. И так хотелось поесть чистых макарон. Крахмал – это химия. Кругом антибиотики, пестициды, гормоны и ГМО. Так каким же нектаром из фиалок питаются эти небожители? В каких безупречно экологически чистых полях они собирают свой корм? И самое главное, сколько лет они собираются прожить при таком правильном питании? 200, может быть 300? А для чего? Вот я снимаю свои видео и пишу книги ровно для того, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы дети запомнили отличную, вкусную еду и самое главное, чтобы у вас всегда был приятный аппетит. Шашлык зашкварчал, запашок пошел вкусненький, аромат, пора переворачивать. А вот чтобы купить этот классный гриль, надо поторопиться. На Озоне, на Россию всего 1 контейнер. Знаете что, а ведь картошка пахнет невыносимо вкусно, пора снимать. Одного газового баллона хватает приготовить раз 20. Ну что скажете? Разве это плохо выглядит? Разве это не похоже на шашлык? Да это и шашлык и есть. Можете называть, что это просто мясо, жареное на мангале. Да, шашлык — это мясо, жареное на мангале. А у меня сегодня мясо, жареное на гриле Карл Вермер. Запоминайте самый главный закон приготовления мяса. Не пережаривать ни в коем случае. А говядину тем более. Приятного аппетита!